Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 24 лет. Дата исследования – 1 декабря 2019 года. Область исследования – мягкие ткани шеи. На серии МСКД области шеи получено четкое изображение зоны исследования в аксиальной, корональной, сагитальной плоскости, использованы трехмерные реконструкции. Анатомические пространства шеи хорошо дифференцируются. Заглоточное пространство, окологлоточное пространство, передняя и задняя шейные области не изменены. Носоглотка без патологических изменений. Гортань не изменена, просвет ее не компримирован. Трахеи без особенностей. Подъязычная кость структурна. Грушевидные синусы дифференцированы. Контуры голосовых связок четкие, ровные. Дополнительных образований в над- и подсвязочном пространстве не выявлено. Целостность хрящей гортани сохранена. При выполнении функциональных проб подвижность голосовых связок сохранена. Структура и размеры околоушных слюнных желез не изменены. Контуры их четкие. Щитовидная железа не увеличена, КТ-структура ее однородна. Сосуды шеи без видимой патологии. С обеих сторон визуализируются многочисленные лимфатические узлы, их максимальный размер по короткой оси до 9 мм. Костно-деструктивных и свежих костно-травматических изменений не выявлено. КТ-признаки умеренно выраженных дегенеративно-дистрофических изменений шейного отдела позвоночника. Заключение. КТ-признаки количественной лимфаденопатии шеи. 8 мая 2022 года доцент кафедры К. М. Н. Котов М. А. Комментарий врача-рентгенолога. В зоне сканирования какие-то объемные образования не выявлены. Подвижность голосовых связок сохранена. Но нужно помнить, что небольшие опухоли без контрастного усиления не видны. В области сканирования видны множественные лимфоузлы, они не увеличены, но их больше, чем обычно. Такая ситуация более характерна для воспалительного процесса. Вам имеет смысл проконсультироваться у терапевта.